Настоящие колоссы в мире суперхищников. Несмотря на размеры, они способны стать абсолютно незаметными. В их арсенале множество тактик даже против самой бдительной добычи. Пока их бурые собратья набивают брюхо лососем, эти хищники осваивают рыбалку на поистине гигантских морских обитателей. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и сегодня вы узнаете, как охотится настоящий хозяин Арктики – белый медведь. Не забывайте подписываться на канал в Яндекс.Дзене, ссылка будет в описании. Белый медведь считается крупнейшим из всех существующих медведей, а также наземных хищников в целом. При длине тела до 3 метров самцы могут весить 700 килограмм. Обитая в приполярных областях, они проводят большую часть жизни на морском льду, за что этих животных также прозвали морскими медведями. В отличие от всеядных родственников, белый медведь питается исключительно обитающими по соседству животными. Он превосходно приспособлен к перемещению по льду, снегу и ледяной воде. Тем не менее, в столь безжизненных местах найти пропитание совсем непросто. Если на поверхности царит ледяная пустыня, то под водой кипит богатая жизнь. Но два этих мира тесно связаны. Особенно это актуально для подводных млекопитающих, которые вынуждены всплывать, чтобы пополнить кислородный запас. И белый медведь отлично об этом знает. Белуха – удивительно ловкий подводный обитатель, который относится к зубатым китам и является превосходным хищником. При средней длине в 4 метра эти создания могут весить свыше 1 тонны. Тем не менее, их тела неспроста испещрены шрамами. Когда вода сковывает лед, немногочисленные полыньи становятся единственным спасением, и предприимчивый охотник спешит занять выжидательную позицию. Чувствуя опасность, белухи опускаются на глубину, но они не могут обходиться без кислорода дольше 20 минут, поэтому им приходится плыть наверх, где каждый вдох может стоить жизни. На открытой воде поймать белуху почти невозможно, но все же медведи придерживаются нескольких тактик. Одни устраиваются поудобнее и терпеливо ждут, пока потенциальная добыча не окажется в зоне досягаемости, а менее опытные отправляются к цели вплавь. Но такой метод не работает против бдительных китов, и остается лишь надеяться на засаду. Когда прилив дает о себе знать, белухи устремляются ближе к берегу, и у самых терпеливых появляется шанс. Словно статуя, неподвижный медведь усыпляет бдительность соседей. Но в подходящий момент охотник с необычайным проворством набрасывается на добычу. Пусть жертва лишь детеныш, старания хищника более чем окупились. Конечно, как и бурые собратья, при случае эти гигантские животные не прочь порыбачить более типичным способом. Но поскольку такие события в их жизни случаются гораздо реже, шансы поймать лосося не так высоки, и лишь самые способные вознаграждаются за труды. Но в целом белые медведи предпочитают более весомую добычу, часто превышающую себя в размерах, и моржи не являются исключением из правил. Трехметровые гиганты весом около тонны вооружены метровыми бивнями. Однако на суше эти млекопитающие куда более уязвимы, чем в воде. Тем не менее, даже для опытного хищника они становятся слишком опасной мишенью, и лишь самые отчаянные и голодные готовы сразиться за право выжить. При виде чужака моржи стремятся как можно быстрее покинуть сушу, но для столь массивных созданий это нелегкая задача. Поэтому пока толпа продвигается к воде, замыкающие пускают оружие в дело, пытаясь прогнать незваного гостя. Этот хищник слишком умен, и он выбирает отбившихся особей. Однако их шкура толщиной в 10 сантиметров невероятно прочна. Она весит почти 1/5 часть от всей массы тела, поэтому даже сильные челюсти с длинными зубами не могут пробить столь серьезную броню. Попытки зафиксировать массивную добычу тщетны, и последняя надежда на плотный обед ускользает из когтистых лап.
Однако далеко не всем медведям по зубам столь серьезные соперники. С наступлением лета привычные методы охоты не действуют, поэтому местным жителям приходится искать новые источники пищи. Безусловно, гигантские запасы калорий так и манят этого хищника, но вместо одной опасной охоты он выбирает не менее рискованное мероприятие. Среди тысяч гнездящихся птиц, несомненно, можно найти долгожданное лакомство, но чтобы добраться до него, этому великану приходится примерять роль скалолаза. Один неверный шаг приведет странника к неминуемой гибели, но соблазн слишком велик. Наконец, медведю удается добраться до кладки, и он не собирается останавливаться на достигнутом. Кайры до последнего остаются верны главному делу жизни, но перед столь внушительным чужаком они совершенно беспомощны. Выброшенная на берег туша кита – случайная, но довольно приятная находка. Пусть она смотрится совсем неаппетитно, для голодных медведей это шанс прожить в сытости ближайшие дни. За один раз взрослые особи могут съесть 60 килограмм мяса. Наконец, с приходом холодов жизнь белого медведя принимает привычное русло. Долгожданный лед позволяет возобновить охоту на излюбленную добычу – тюленей. Зная о незамерзающих полыньях, хищник подолгу караулит нуждающуюся в кислороде добычу. Пусть большинство попыток не приносят успеха, в среднем в одном из 10 случаев опытному охотнику удается вовремя достигнуть цели. Чем меньше льда, тем сложнее промысел. Чтобы не спугнуть жертву, гигантский медведь словно трансформируется в кошку. Сливаясь с местностью, он ступает максимально аккуратно и тщательно продумывает каждый шаг. Когда маскировка раскрыта, хищник срывается с места, но тюленю хватает долей секунды, чтобы оказаться в безопасности. В ледяном царстве тактика медведя отточена до мелочей, но в условиях открытой воды тюлень все еще может стать доступной добычей. Однако, чтобы его поймать, нужно быть настоящим невидимкой. Учитывая размеры, это кажется невозможным, но охотник оценивает ситуацию и строит хитрый план. Не издавая ни единого звука, он неспешно подплывает к ничего не подозревающей жертве. Это очень длительный и сложный процесс, то и дело хищнику приходится выныривать, чтобы оценить дистанцию и спланировать следующий шаг. Даже на отдыхе тюлень очень бдителен, поэтому важно до последней секунды не раскрывать свое присутствие. При этом идеальное исполнение не гарантирует успех, и медведю приходится прыгать вслед за искусным пловцом. Кажется, у охотника нет шансов, но внезапность и мастерство плавания делают свое дело. Несмотря на удивительную находчивость, большую часть года белые медведи голодают, ведь из-за глобального потепления таяние льдов становится слишком активным, что лишает охотника привычной среды обитания. На данный момент в мире осталось всего около 25 тысяч этих удивительных животных, но уже к концу текущего столетия они могут полностью исчезнуть из своих законных владений. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!